Приветствую вас на канале и в сообществе Wow Nails Design. И в этом видео у меня для вас мастер-класс фруктового маникюра «Клубника со сливками». Дизайн выполнила самым скоростным способом с помощью принтера и не только. В качестве подложки мизинец и указательный перекрываю плотным белым гель-лаком, очень тонко. Подложка это будет под градиент. И не просушивая этот гель-лак, посыпаю мелкой прозрачной акриловой пудрой. В этом мне очень помогает пластиковая карта. Переворачиваю руку, стучу по пальчикам, излишки пудры осыпаются и отправляю в лампу для просушки на 1 минуту. Затем жесткой щеточкой тщательно очищаю от остатков пудры. На палитру наставляю необходимые для градиента цвета гель-лаков. Это плотный белый, слегка выбеленный неоново-розовый и неоново-коралловый. Круглой кистью шириной 2 мм наношу каждый цвет по очереди на все ноготки сразу. Таким образом я нанесла все цвета сразу на все ноготки, на которых буду делать градиент. Этой же кистью и продольными движениями от кутикулы к свободному краю, то есть сверху вниз, перемешиваю цвета между собой. Делаю это сразу на всех ногтях. На мизинце я сделала градиент в один слой, он там получился очень равномерный, а на указательном все-таки чуть-чуть продублировала вторым слоем и выполненный градиент просушила 1 минуту. Затем перекрыла матовым топом с мелкими золотыми блестками. Топ сушу половину времени, так как дальше буду выполнять дизайн и все у меня вместе окончательно высохнет. Мизинец под втирку перекрываю глянцевым топом без остаточной липкости. Топ просушиваю ровно 1 минуту и аппликатором вглаживаю жемчужную втирку. Чтобы втирка 100% относилась даже в самой зверской носке, мягкой пилочкой прохожусь по торцу. Кистью смахиваю пыль и остатки втирки и также по торцам прохожусь бескислотным праймером или он же ультрабонд и тонко базой для гель-лака. Фиксирую несколько секунд в лампе и уже после этого перекрываю глянцевым топом, хорошенько запечатывая торец. Топ просушиваю. Жду, что он остынет, и вытираю кожу вокруг ноготка от остатков втирки. Далее безымянные и средние в качестве подложки перекрываю белым плотным гель-лаком. Я перекрыла в 2 слоя и просушила 1 минуту. На этих ногтях у меня будет печать, а затем уже эти клубники я сделаю слегка объемными и хрустальными. Чтобы при печати кожу вокруг ногтя не испачкать, аккуратно прокрашиваю nail маской, или как еще называют в торговой марке, Skin Defender. Переднюю панель принтера специально убрала, чтобы видеть этот завораживающий процесс, как при печати внутри принтера ходит вот эта каретка с картриджем. Затем под печать безымянно перекрываю специальным принт-гелем. Стараюсь сделать это равномерным и не сильно толстым слоем. Принт-гель не сушу, печать происходит по жидкому непросушенному принт-гелю. Открываю специальное приложение Auto Nails, мой мобильный принтер соединяются между собой по Wi-Fi. Выбираю картинку для печати, она у меня сохранена в заранее подготовленную папочку с такими картинками. Эту картинку заранее поднастроила, слегка высветлила и совсем чуть-чуть убрала яркость. Подгоняю под размер область печать, нажимаю кнопку в правом верхнем углу, чтобы принтер и мой мобильный соединились, и включается камера внутри принтера. Пальчик установила в принтер, специальная подушечка отщелкнулась и прижала мой палец, и он хорошо стоит и недвижим. На экране своего сотового я вижу, как будет располагаться картинка, нажимаю печать, и этот самый завораживающий момент. Печаталась картинка примерно где-то 30-40 секунд. Мой ноготок готов, аккуратно вынимаю пальчик. И вот такая вот четкая насыщенная картинка у меня получилась. Пока она не просушена, она глянцевая. Ставлю на 30 секунд в лампу, и после просушки картинка становится полностью матовая, что свидетельствует о том, что ноготок хорошо просох. Затем перекрываю следующий ноготь принт-гелем. И точно так же устанавливаю внутрь принтера. На экране телефона у меня все та же картинка подготовленная. Нажимаю печать, и у меня печатается вторая картинка, второй ноготок. На этом ногте я как раз продемонстрирую тот момент, когда невнимательная клиентка либо плохо держит палец, либо когда вынимает, касается вот этой верхней части, что у меня и получилось. Тем самым я задела вверх и смазала рисунок.
Этот ноготь, конечно же, придется переделывать. Принт-гель пока не просушен, он жидкий. Салфеткой, смоченной в клинсере, я просто вытираю эту печать. Кожа немножко испачкалась чернилами, но там у меня Skin Defender, и я тоже аккуратно вытираю. Прокрашиваю опять ноготок принт-гелем. И эту картинку, эту клубнику на среднем ноготке я отразила зеркально. Мне эта клубничка нужна в зеркальном расположении. И печатаю опять ту же самую клубнику, я ее немножко увеличила и отразила, нажимаю печать, ОК. И в этом видео печатаю уже третью картинку одинаковую по счету на ваших глазах. Очень залипательный момент, как внутри выходит печатающая головка, вот эта каретка. Картинка напечатана, готова. На этот раз уже аккуратно вынимаю палец. Картинка получается вот такая вот насыщенная и четкая. Просушиваю 30 секунд в лампе. И уже на этом этапе могу убрать Skin Defender. Данный дизайн можно оставить и в таком виде, но я любитель дорабатывать дизайны картинки. И наношу вот такую вот новиночку от Milk, светящиеся в темноте, вот такие вот крапушки-хлопушки. Нанесла капли из флакона и тонкой кистью доработала, закрасила все вот эти недостающие области. Просушиваю в лампе 30 секунд, фиксирую. Эти ноготки можно было бы сделать и глянцевыми, но я любитель играться с фактурами, поэтому я их перекрываю все тем же самым матовым топом с мелкими золотыми блестками. Каждый ноготок промежуточно просушиваю половину времени. Для сравнения покажу, пока топ не просушен и ноготок глянцевый, как же это будет выглядеть в глянцевом варианте. Густым глянцевым топом без остаточной липкости, тонкой кистью прохожусь по периметру этой клубники и в центре рисую как бы вот такие клеточки. Чтобы элементы не растекались, промежуточно фиксирую буквально по 3-5 секунд в лампе. Таким образом, этим прозрачным топом или гелем, у меня это топ, наставляю вот этот хрустальный объем на все клубнички. Если хочется или необходимо, некоторые элементы могу продублировать, чтобы они получились чуть более объемными. Затем топ просушиваю полминуты. И белой гель-краской без остаточной липкости и тонкой длинной кистью страйпер прорисовываю вот эти вот капли, подтеки сливок. Прорисовываю по несколько элементов и промежуточно фиксирую в лампе. Также, где необходимо, дублирую объем. И мой дизайн готов, окончательно его хорошо просушиваю минимум 1 минуту. И мой клубничный дизайн со сливками готов. Что скажете? Надеюсь, это видео вам было полезно, познавательно и очень понравилось. Не забывайте ставить лайки, мне будет очень приятно, и так я вижу, что вам нравятся мои идеи и мое творчество, а также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные идеи. И до новых встреч!